Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и у нас сегодня на обзоре будет вот такая радиостанция Alinka DJ V100 она называется. Это аналоговая радиостанция, работающая в диапазоне 136-174 МГц. Выходная мощность у нее заявлена до 10 Вт, есть прямой ввод частоты с клавиатуры. Ну и в принципе это новинка, относительно у нас она первый раз появилась, поэтому давайте ее сегодня рассмотрим. Начнем тогда с модуляции и приема данной радиостанции. Принимаем на радиостанцию Alinka DJ V100 в аналоговом режиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Передаем с радиостанции Alinka DJ V100 в аналоговом режиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, теперь давайте ознакомимся с конструктивными особенностями. Дизайн у нее необычный, выглядит она интересно. Давайте я расскажу и про управление, и про корпус данной радиостанции. Смотрим конструкцию радиостанции. Вот такая радиостанция с полноразмерной клавиатурой, с прямым вводом частоты, с жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой. Здесь у нас сбоку есть две программируемые кнопки и клавиша передачи. Аксессуарный разъем совместим с радиостанциями Alinka, то есть от Kenwood он не подходит. Здесь два штыря, но расстояние между ними другое. Так, антенный разъем у нас SMA-вилка стоит на передатчике. Вот здесь такой большой фонарь светодиодный поставили они. Индикатор работы расположен под наклоном, его видно и вертикально, и горизонтально, как видите. Регулятор громкости. Осуществляется навигация по частотам с помощью вот этого стрелочного переключателя. Давайте я включаю станцию, будем смотреть, как быстро она включается. Оранжевая подсветка, ее можно поменять, кстати. Две частоты отображаются, есть слежение за двумя каналами, я тоже вам покажу, давайте, как осуществляется, ну, работает ли это. Для чего оно, правда, нужно, но давайте посмотрим. Так, проверяем функцию Dual Watch. Как видите, на втором канале сейчас активность. DT, вот эти символы, как ни странно, обозначают функцию двойного слежения, Dual Watch так называемый. Смотрите, я сейчас стою на первом канале активном 155 МГц, второй канал на 145 МГц, да? Включаю генератор, должна станция принять, соответственно, активность на втором канале. Да, как видите, срабатывает. Но, как видите, все работает. На клавиатуре нанесен быстрый доступ к функциям, как видите. Осуществляется вызов этих функций по нажатию кнопки меню и соответствующий режим. Да, это, например, ширина канала. По длительному нажатию на меню мы включаем FM-приемник. Здесь есть. И он, к сожалению, не убирается с этой кнопки. То есть, если вы, допустим, для профессионального использования данную станцию будете применять, то приемник этот у пользователя все равно останется. Ну, я, правда, программу не видел. Может быть, программно можно эту функцию отключить. Но по работе с клавиатурой, да, с интерфейсом радиостанции, эта функция не отключается. Так, теперь по кнопкам. Да, верхняя кнопка под кнопкой передачи включает фонарь. Нижняя кнопка осуществляет посылку DTMF кода. Нижнюю кнопку можно переназначить, верхнюю, к сожалению, нет. Длительное нажатие у этих кнопок. Верхняя кнопка отключает шумоподавитель, нижняя кнопка все равно DTMF посылку. Ну, то есть нижняя кнопка только на одно нажатие действует. Так, теперь давайте я вам сканирование, кстати, покажу, да, как оно быстро работает. Очень неспешно, то есть оно в районе 5 выборок в секунду всего лишь работает. Так, давайте теперь я буду показывать вам меню, сразу посмотрим. Навигация осуществляется, опять же, стрелочными вот этими
кнопками вверх-вниз идем по меню, влево-вправо переключаем режим меню, когда мы в нем находимся. Так, давайте начнем тогда уровень шумоподавителя. Выходная мощность, у нее 3 уровня мощности. Дальше язык только английский, озвучивание. Есть Vox, ширина канала, ограничение времени работы на передачу, прием CTCSS, передача CTCSS кодов. Так, шаг сетки частот 6.25 есть, но опять же здесь это не актуально. Да? 5 минималка, 100 максимум. Ну, давайте я поставлю 25, пусть будет, дальше будем двигаться. Так, 10 это прием DCS кодов цифровых, передача DCS. Режим Safe, к сожалению, либо включается, либо выключается, и у него примерно 1 к 4 время срабатывания режима Safe. То есть я потом это тоже покажу. Так, кнопки, подсветка. Color, да, есть, смотрите, либо можно отключить, либо вот такой фиолетовый, либо синий, либо оранжевый. Ну, пусть оранжевый будет, он лучше виден. Вот PFK, это у нас назначение кнопки. Но здесь, конечно, это вот переключение между главным каналом и просмотром, это тревога. ТФР, не помню, что такое, передача тона 1750, ну и все, вот вызов опять же, да, кнопочный и DTMF, ничего, то есть мощность не переключается, но она здесь, правда, вынесена вот на вторую кнопку, поэтому, ладно, так и оставим DTMF, пусть будет. Дальше это тоже с тревогой связано. Так, ну давайте, Roger Bip есть. Сразу я вам покажу все, что здесь есть. Это чувствительность Vox, я так понимаю, PTT-ID передается. Так, any коды, это смещение для работы с ретранслятором, это направление смещения для работы с ретранслятором, это каналы памяти, либо сохранять, либо удалять можно. Это хлопок шумоподавителя можно убрать. Это при включении какая передается, ну, в смысле будет показываться какой либо заданный месседж, либо напряжение на батарее, либо что это, full, да, написано, видимо, и та, и другая информация. Ну, давайте я поставлю напряжение на батарее. Ну, вот такое управление, в принципе, ничего необычного, да, меню достаточно скудно, да, 34 пункта, и оно, напишите в комментариях, что оно вам напоминает. Мне при первом включении очень сильно напомнили Baofeng интерфейс. И озвучка, заметьте, такая же, да? Вот, и сам интерфейс похож. Вот еще, если сейчас вам будет видно, DT, да, вот здесь есть символ, это слежение за двумя каналами. Почему DT, почему не DV, например, да, или DW, Dual Watch. DT это именно слежение за двумя каналами. Не знаю, что они имели в виду, но всегда мне становится, ну, похоже, как будто на Digital Tone, например. То есть я сначала подумал, что стоит поднесущая цифровая, но нет, это все-таки именно слежение за двумя каналами. Дальше, здесь вот этот индикатор, это уровень мощности, S это режим сохранения энергии. Ну и вот в углу здесь у нас степень заряда аккумулятора. Аккумулятор, кстати, здесь на 2600, мы его не проверяли, в принципе, Алинка обычно не обманывает по аккумулятору литий-ионного типа, достаточно тяжелый и большой по габаритам, напряжение у него номинальное 7,4 вольта, поэтому я думаю, что он будет соответствовать. Все, на этом тогда с управлением закончим. Динамик, кстати, стоит одноваттный, мы уже станцию разбирали, поэтому знаем об этом. Теперь давайте мы ее разберем, тогда посмотрим, на чем она построена. Большие фотографии печатной платы с обеих сторон я вам приведу, и они будут на сайте тоже. Вы можете там рассмотреть все детали, потому что у нас сейчас есть функция увеличительное стекло на каждой фотографии, ну и сами фотографии
фотографии будут размером 6000 пикселей по горизонтали. Но вот, к сожалению, да, как я и предполагал, интерфейс похож, да, озвучка похожа на Baofeng, и в итоге и конструктивное решение, и схемное решение, да, схема электрическая и принципиальная, похоже тоже. У нее приемник у данной станции построен на чипе RDA 1846S, соответственно, один из самых распространенных чипов обработки сигнала и довольно старый. Соответственно, все с этим чипом хорошо по чувствительности, но у него нет, допустим, таких функций, как захват частоты. У данной станции нет ни скрэмблера речи, ну, никаких вот этих современного функционала у нее нет. И у этого чипа проблема с избирательностью по соседнему каналу. Соответственно, вы данную станцию не рекомендуем мы ставить на большую антенну, на какую-то дома. Она будет у вас, скорее всего, собирать все близлежащие помехи. Поэтому, да, за такое решение придется снизить балл, конечно. Ну, то есть сейчас много современных чипов от того же Бекина, да, если брать в аналоге, и у него и по избирательности они хороши, и по блокированию приемника они хороши, и по функционалу, да, у них множество функций сейчас есть. Это и авиаприем, например, и захват частоты, как я уже сказал. Поэтому, да, здесь балл мы снизим. Причем стоимость Алинки данной модели приличная, хотелось бы решение какое-то другое. Ну и опять же, само исполнение, да, конструктивное, тоже весьма неаккуратно все сделано. Я вам фотографии тоже приведу, можете сами оценить. Давайте переходим тогда теперь к техническим характеристикам. Будем измерять, что станция из себя представляет. Так, 210 протокол у нас уже по радиостанциям. На 145 МГц мы измеряли, то есть на середине диапазона. 8,48 Ватта выходная мощность приема-передатчика на высоком уровне. 4,2 Ватта средний уровень, 0,77 Ватта нижний уровень, да, ну или L. Отклонение рабочей частоты или нестабильность частоты 140 Гц. В принципе, это 1 ppm получается на этой частоте, нормально. Подавление побочных гармоник. Вторая гармоника минус 64, третья минус 61, четвертая минус 62, пятая минус 63 dBn, это все хорошо здесь. По чувствительности, как я уже сказал, этот чип вполне приличен. На 145 МГц мы получили минус 131 dBm по Синаду 12 децибел. Теперь по потреблению мы станцию тоже измерили. 29 микроампер она потребляет когда станция выключена, поэтому можете оставлять ее, не снимая аккумулятор, если на длительное время оставляете. Далее, режим Safe работает, я вам фотографию тоже приведу, 1 к 4 примерно у нее время в режиме Safe. Дальше, если он включен, станция потребляет в дежурном режиме 36 мА, это хорошо относительно, ну, конечно, есть и гораздо меньше потребляющие, но все равно вполне прилично, причем если аккумулятор соответствует действительности в 2600 мАч, то работать она будет 18,5 часов в режиме Safe, ну, то есть в режиме 5-5-90, 5% время передачи, 5% приема, 90% ожидания. 229 мА она потребляет на полной громкости, 1920 мА она потребляет в режиме передачи на полной мощности. По антенне дальше. Минимальная КСВ у нее на 156-150, к сожалению, то есть выше, чем любительский диапазон, она никак не настраивается, и значение КСВ у нее 1,44. Сопротивление комплексное 35 Ом на этой частоте. По тройке, если КСВ смотреть, то от 149 до 162,5 МГц она работает. Ну, вот такие технические характеристики. В принципе, все неплохо, но по блокированию, по избирательности она будет слабовата, эта станция.
давайте переходим к преимуществам и недостаткам тогда ее. Начнем, как обычно, с недостатков. Антенна штатная. Не для FM радио она не подходит, не для любительского диапазона двухметрового она не подходит. От 149, к сожалению, она работает, поэтому это запишем в недостатки. Ну и по конструктивному решению, да, или по схемотехническому решению построена она на чипе 1846S и сделана неаккуратно, поэтому этих вот два таких недостатка мы обнаружили. По преимуществам, возможно, кому-то будет полезно наличие FM-приемника здесь, наличие фонаря также, мощность почти соответствует в действительности 8,5 Вт заявлено 10, аккумулятор был полностью заряжен при проверке. Но и время работы относительно большое, да, то есть станция немного потребляет, поэтому это тоже преимущество. В итоге, сколько поставить этой станции, я, к сожалению, учитывая ее стоимость, да, и как бы время появления ее все-таки в продаже, ну, то есть достаточно 2025 год на дворе, она появилась, ну, наверное, в 2024, мы просто не обращали внимания, тут надо было Алинки кое-какие купить, поэтому ее взяли тоже на обзор. Ну, то есть модель относительно свежая, а решение довольно старое, поэтому за это я тоже балл снижу. В итоге 3 балла я станции поставлю, как бы у вас всегда на основе нашего обзора может быть свое, естественно, мнение. Все, на этом тогда со станцией с этой закончим. У кого вопросы есть или опыт эксплуатации, задавайте их в комментариях. Кому видео понравилось, подписывайтесь на канал. Это Viva Telecom. Всего вам доброго. До свидания. Это 800 рублей за повторное нарушение уже от 1000. Viva Telecom.